Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Андрей Золотарев, украинский политтехнолог, на связи прямо сейчас. Андрей Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр, приветствую зрителей. Ну, знаете, очень так события бьют ключом, все обсуждают совершенно разные, скажем так, повороты, но, в принципе, мы видим, что сюжетная линия одна. Можно прям даже проговорить. Обстрел Киева, да, ну, для начала, да, вот эти все, скажем так, инсинуации, удары, понятное дело, трагедия Старобельска, месть, потом еще одна месть, вот это вот обстрел Киева, автобусы, в общем, ужас, что происходит, и вот эта вот военная часть. Потом дальше, налет на первый день в Питере, когда там первый день форума питерского. Ну и, соответственно, там меняется резко настроение, приезжает Рют, и они в таком настроении и беседуют. Следующий день письмо. Письмо конкретно Путину. И пресс-конференция Путина для западных изданий. Причем интересно, что такое ощущение сложилось. Ну, кстати, вот мы сейчас наблюдаем прямой эфир, как бы там Питер, Путин рассказывает об экономике, из того, что, скажем так, действительно важно, от того, что доллар, евро, до свидания, любые активы могут забрать по любому поводу. Понятное дело, там нужно переходить на собственные ресурсы, не зависеть от ресурсов импортных. Это очень, кстати, в тему, когда Apple удалил Max Messenger, да, то есть, ну, вот такие моменты, ну и плюс, конечно, реальный рост экономики, в общем, такая программная экономическая речь. Пока не видели мы новостей конкретно и от Путина не слышали, ну, не намеков, а прямого ответа на, собственно, письмо Зеленского, выполненное в специфической манере, больше как бы такая вуалирующая те же самые нарративы. Ну вот дальше ждем. Параллельно пока ждем, идут очень тяжелые удары по Украине. И вот эта вот вся общая картина, общая сюжетная линия направлена на то, ну, понятное дело, Песков отыгрывает, чтобы больше посмотрели речь Путина на питерской конференции, питерском форуме, да, что он сейчас там что-то ответит, там все обсуждают, вот это вот все. Пиар, шоу, но кажется, что и ВОЗ ныне там. Трамп, кстати, подыгрывает там немножко, говорит, какие замечательные люди, Зеленский и Путин. В общем, интересно, и геополитически все выглядит, и непосредственно, что касается России и Украины, потому что Зеленский предлагает встречаться. Значит, ввиду этого, мы в прямом эфире, ваши, дорогие друзья, вопросы озвучим в конце, оставляйте их, пожалуйста. И, в общем, ну, суть, да, вот то, что понесли, и то, что вот суть, это предложение встречи. Готов заканчивать войну и встречаться, пишет Зеленский якобы Путину на украинском сайте, на президента Украины на украинском языке. Варианты ответов. Да, в нейтральной стране, ну как в письме написано, так и будет эта встреча, обсудят, поговорят, в общем-то, может к чему-то придут. Или другой ответ. Да, но в Москве. Ну, то есть, да, приедет в Москву, вот сейчас как хор лизоблюдов офиса Зеленского кричит, какой он гениальный, как он классно написал письмо, сейчас такой же хор включится, что Зеленский поехал брать Москву. Третий вариант, да, у Трампа в Белом доме. Короче, Трамп вот это повозится, время его будет поджимать, у него политически сложная ситуация, он скажет, так, значит, приезжайте ко мне, и типа что-то а-ля Пашинян, Алиев, такие непримиримые враги, пожмут руки, что-то подпишут, рамочное, ну и вроде как там чего-то остановится, и Трампу классный пиар, он его не опустит. И четвертый вариант, нет. Ну, письма будут писать, заявления заявлять, а на самом деле вот эти все, скажем так, гипотетические слова Путина вчера журналистам, что как это все закончится, ну, в общем, это так, да, для красного словца, что фух, как хорошо, что это все закончилось, все как-то удивились этому, как бы, выражению Путина. Вот такие 4 варианта. Давайте вот с этой встречи начнем. Она опять отыгрывает, ну, такой боковой тренд, ну такое, в общем-то, ну такой повод, да, повод ничего не заканчивать. Естественно, но я недели ранее говорил о том, что стороны будут продолжать войну, эскалировать войну, чтобы усилить свои будущие якобы переговорные позиции. Понятно, что вряд ли на заключительном выступлении Путина на Питерском экономическом форуме он уделит большое внимание, ну, форум-то экономический, ну, что тут,
говорить про проблемы войны и мира, продолжения или завершения войны. Скорее всего, это будет традиционно вот такие вещи. Обычно идет пас со стороны журналистов. Ну, как бы я не собирался, но отвечу. Вот так идет такая же заготовка. Равно как и у Владимира Александровича вот это письмо на державній мове, но тут, похоже, все-таки поработал Дмитрий Литвин. Ну, стиль читается. Вот. Да, оно красиво, в аудиторию зайдет. И у меня такое ощущение, что оно больше ориентировано не на Путина, не на Трампа, а на внутриукраинскую аудиторию. Вот какие. Тем более, что содержатся вполне конкретные наши пропагандистские штампы, которые верифицировать рядовому украинскому обывателю невозможно. И вот понятно, что с таким посылом вряд ли вероятность такой встречи, может быть, что-то изменится спустя месяцы, но сейчас, по-моему, встречаться где бы то ни было, в третьей стране, в Москве, нет ни малейшего желания ни у одной и ни у другой стороны. Я бы сказал, нет. Вот в данный момент что-то может измениться, не исключаю. Иногда, вот я думаю, в октябре 2020 года, ну, кто бы сказал Пашиняну, что там он будет, как говорится, у Трампа рандеву с Алиевым. Ну, я думаю, он бы скептически отнесся к такой перспективе. Но все изменилось. Поэтому однозначно говорить, нет, это невозможно. Сейчас, да. Это явно этот эпистолярный жанр, больше напоминающий конкурс капитанов. Ну, как-никак, КВНовское прошлое не пропьешь. Вот довольно такого, вполне себе такого провокативного характера. Оно явно не будет способствовать прогрессу в мирном урегулировании. Ну, демонстрация, может быть, хотят перехватить у Буданова тему мирного трека, которая там все больше вокруг Кирилла Буданова начинают вращаться те, кто все-таки считает, что войну надо заканчивать, ибо издержки от компромисса, они намного меньше, чем те потери, которые может понести Украина в ближайшие месяцы. И как знать, там, допустим, если к зиме потеряем Славянско-Краматорскую агломерацию, то станет же ребром вопрос о Запорожской и Херсонской областях в административных границах. Уже так, намек у Пескова прочитали. Вот видите, как условие. Поэтому Владимир Александрович и дальше может упражняться в эпистолярном жанре. Ну, это же не первое. Там, письмо Трампу по поводу там, ответьте мне лицензию на Патриот. Ну, это ж рассчитано на бабушек наивных. А как вы вскрываете приезд Рютте? Вот смотрите, я там, ну давайте так. Я вообще не понял, что он приезжал. Ну вот вообще, я его там показывал в шуме там позавчера. Ну, смотрите. Он приехал обратиться к российским солдатам. Он приехал сказать, что Украина там потужна как никогда, мощна. Ну, то есть... Абсолютно какая-то, ну, то есть, походили они с постными лицами, опять, ну, традиционно, да, ритуально, возложили цветы погибшим за Украину, там, что в центре вот этот мемориал, да, там рядышком, возле МЗС, ну, как бы, понимаете? То есть, некоторые связывают, что это, ну, вполне вероятно, Рютте был гонцом, только тут поди знай от кого, от европейских элит или от... Трампа, у него же папочка Трамп у Рютте. В общем, Рютте как-то повлиял на это. И вот сегодня публикация очень интересная о том, что будут встречи Макрон, Стармер, Мерц, о том, что они там все как пытаются пропихивать какие-то переговоры с Российской Федерацией. И такое ощущение складывается, что, смотрите, вот судя по тональности написанного Зеленским, не вдаваясь в детали, а вот в общей форме, что договариваться будут не с Зеленским. То есть, а вот именно с Европой с какой-то, да, и плюс США, и вот как-то так это все будут устаканивать, а Зеленский хоть и кричит, я готов встретиться, давайте прямые переговоры Украина-Россия, но это все такое шоу. Визит не Рютте из такой представительной делегации, да, это уже говорил журналистам о том, что это вы можете пару дней спать спокойно, пока они будут в Киеве.
Вот, и да, действительно, минимально было по воздушным тревогам, относительно спокойной ночи. Но это скорее такой политический жест, символический шаг, знак поддержки. Ну, качнули потужности. Ну и плюс, естественно, там и совпало так, что и в плане финансовой помощи небольшие подвижечки, так шажочки. Плюс Мадер снял вето с пакета военной помощи от Европейского Союза, там, по-моему, на 5 или на 6 миллиардов евро. То, что висело уже там полтора года, который еще Орбан заблокировал. Ну вот как-то тут все-таки какая-то одна рука дернула за ниточки, сдвинулась ситуация с Венгрией, которая выступала блокиратором, приезд Рютте в плане подвижек. Подождите, а куда сдвинулось? Тут вообще зраду нашли последние дни, что сдают Закарпатскую область, фактически. Традиционно у нас же всегда наши турбопатриоты будут кричать, что зрада, капитуляция, это вот все равно, что закон Колесниченко-Кивалова, это еще так в мягкой форме, а тут в одном пакете, по сути, культурно-административная автономия венгров. Но, дорогие, что вы хотели, когда вы в 2018 Нет, году... подождите, мы очень хотели, потому что в Донбассе, ну, на Донбассе люди, собственно, это, вот им бы дали вот это, ну, что мы не будем вас трогать, там, эти памятники ставить, вот эти всякие разные, там, говорите, на каком говорите. В общем, короче, давайте, вам такая культурная автономия. Ведь можно было договориться ЛНР, когда она была до 22 года, ДНР, когда она была до 22 года, на какие-то такие, ну, в 14-м без войны. В 2014 до июля месяца, когда начались наиболее кровопролитные бои, когда под раздачу стали попадать гражданские, вот, надо было делать такие шаги, но это ж была бы зрада. Но, а вся эта политика, знаете, в одну формулу «церемось, но не сдамось». Так сейчас тоже зрада. Да, а сейчас все-таки взяли за одно место и деваться некуда. Тут же и вопрос военной помощи. Ну, что не безинтересно, ведь то же самое можно было решить с Орбаном, но прогнуться под другом Путина Орбаном, как у нас пропаганда подавала, это ж тотальная зрада, это Друга капитуляция. Путина или друга Трампа? Ну, у нас же подается, что Орбан пророссийский. Вот, хотя я все Орбан и прокитайский, и пророссийский, и проамериканский. Вот такой, только вот с Брюсселем у него отношения не складывались. Хотя с точки зрения рацио в условиях войны действительно вполне такая весомая сумма, чтобы для 30 тысяч живущих в Береговском и Виноградовском районе венгров сделать такой жест. Тем более, что фактически до 2014 года подобная культурно-административная автономия, она была не де юре, она была де факто. И никаких признаков венгерского сепаратизма, за исключением того, что часы в магазинах и в кафе по будапештскому времени, в Берегово не наблюдалось. Ну, подождите. То, что... В Украине 100 лет уже праздновали Новый год под Путина, понимаете? Ну, имеется в виду, до 2014 года встречали по Москве, потом встречали по... Ну, в общем... это ж такое, а вот то, что приезжаешь в Берегово и начинаешь путаться. Магазины АБЦ, как в Венгрии, вот венгерские номера на машинах. Да, там половина района жила на две страны с двумя паспортами. Вот это реальность. То есть, если... Послушайте, ну это же правда какая-то душераздирающая история. Ну вот правда. Как бы... Вот на фоне всего того, что написал Зеленский, на фоне того, что там вчера ответил Путин, сейчас он начал отвечать, а он там программное выступление было, а сейчас там они сидят на панели, на диванчиках, в общем, там вопросы, ответы, интересно тоже. Сейчас обсудим. Нефть-то течет, идет-то нефть российская. Не, у нас же, кто будет об этом рассказывать? У нас же не будут в этом едином марафоне, что по дружбе пошла российская нефть, и оказывается, там не было никаких разрушений, собственно, проблема была сугубо субъективная. Естественно, об этом никто трубить не будет, но это факт. Это факт. И нефть течет.
Но показательно другое, что, ну, опять очередной пример того, что бег по граблям – это национальный вид спорта. Ведь предупреждали и говорили, там, не только я, и от других экспертов говорили о том, что не стоит, вот, особенно с законом об образовании, это может привести к вполне реальной напряженности в отношениях, чего нам абсолютно не надо. И таки оно выстрелило. Ведь до 2012 года как-то ни Сиярта, ни Орбан особо проблемой венгерского меньшинства в Закарпатье не опекались. А потом это стало такой у них неразменной картой во внутриполитическом дискурсе. И оно работало. Да, И значит, поехали как бы ответы Путина. Значит, что говорит Путин? Песков вчера показал мне письмо Зеленского. Я посмотрел с утра эту бумажку, подсунул. Я ее посмотрел, значит, из программного, из того, что важно, из того, что вот прям, знаете, вот тоже, вот вчера, например, да, вчера, да, вот цитаты текстовые смотрелись, ну, вообще как бы из ряда вон. Ну, типа, если вот дойдет до такой встречи, мы с Зеленским встретимся, это все как бы финализация, мы скажем, слава богу, все закончилось. Многие не поняли по тексту. По видео, когда смотришь, понятно становится, да, что это очень умозрительная история. Вот сейчас четко из заявлений. Не вижу смысла нам встречаться, смысл украинской стороны остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. То есть это из программного. Из непрограммного, из эмоций, из как бы таких препарированных вещей. Значит, Путин в ответ на письмо Зеленского обратился к российским военным с фразой «Работайте, братья». Плюс там парировал, что главное не возраст, а дееспособность. Мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, некоторые даже постарше меня. Ну и еще один такой месседж в ответ на письмо Зеленского. Не надо бояться, надо идти на выборы. Как бы вы прокомментировали эти ответы? Ну, я бы сказал, что вчера были вполне реальные эмоции и, ну, такой неподготовленный экспромт, особенно по Орешнику, там ведь целый ряд на меня набрасывалась российская ботва по поводу Белой Церкви, что там какой-то засекреченный объект, такие его поразили и так далее, оказывается, по сараю стреляли. Ну, поставил в неудобное, и не только там и наши ребята, которые отоборились там в эмиграции, тоже подпевали. А оказывается, сарай погорел. Вот, гаражи такие. Вот. И вчера, похоже, это был экспромт. А вот сегодня это уже пошел заготовленный. Пошли заготовки. И такой вполне, как говорится, куда более так, органичный стереотипному восприятию. Потому что, слава богу, что все закончилось. Тут больше эмоций, тут больше человека, живого человека. А вот «Работайте, братья» – это такое пропагандистское клише, уже заюзанное. Вот, ну, братья будут не только работать, но и гибнуть массово. И с одной, и с другой стороны. Поэтому, знаете, когда это тот случай, когда цена каждого дня, она измеряется сотнями человеческих жизней, разрушениями городов, ну, тут такой, да, по-человечески, как оценить пиар, вот эти пиар-упражнения с одной и с другой стороны, когда люди будут продолжать гибнуть. И, собственно, прилеты по Киеву будут и дальше не менее тяжелыми, увы, вот, особенно на фоне того, что с ПВО у нас швах, и, по сути, письма Трампу – это такой перепасовка ответственности. Вот, дескать, проблема не во мне, а проблема в Трампе, который нам не дает ракеты, хотя ракеты производит Lockheed Martin и по-прежнему в таких весьма скромных количествах. Сказать о том, что они там перешли на военные рельсы. Обещание в 2000 ракет, выпускать 2000 ракет перехватчиков по 3 в год, пока остается обещанием, а банально мы увидели, что 2/3 баллистики прошло, как и прошли цирконы.
со всеми, опять же, Ну хорошо, последствиями. тогда давайте так. Если вот это все, ну скажем так, вспышка, ну опять-таки, из рационального, не вот этого вот всего, значит, из рационального. Позиция Путина заключается в том, что решение нужно найти до встречи. Вот это вот то, что он проговорил в ответе, ну, в общении на питерском форуме. Но с другой стороны, очень интересно, да, что согласие в чем можно увидеть совпадение позиций сторон? В том, что Россия и Украина должны между собой решить вопрос, а остальные все страны там, или стороны, или кто еще, должны быть гарантами. То есть мы в этой всей, конечно, перепалке, давайте так, я подберу слово, хотя оно там не совсем подходит, но тем не менее. Александр, нам уже когда-то рассказывали в 90-е годы, помню, много и красиво рассказывали про гарантии, суверенитета и территориальной целостности, вот отдали ядерное оружие, ну, хотя там такой спорный до сих пор дискуссионный момент, поскольку ключи управления от стратегических ракет, понятно, находились где. Вот. Но, тем не менее, это приняли как гарантии. А оказалось, это были проблемы с переводом. А это не гарантия, это поддержка. А поддержка, как известно, может быть сугубо моральной, исключающей применение военной силы для, скажем, для поддержания, обеспечения этих договоренностей. Поэтому тут со странами-гарантами тут не могут определиться, кого отправлять в качестве гонца-переговорщика. И понятно, что тут с точки зрения азов дипломатии, что кто бы там ни был, даже если Шрёдера или кого-то другого из приемлемых для Кремля политиков назначить, он все равно поедет с директивами в зубах, которые напишет Кая Каллас, а в свою очередь под диктовку Урсулы фон дер Ляйен. Вот и поэтому относительно участия Европы США спокойнее реагирует, в отличие от, помните, когда Рубио достаточно так определенно выразился негативно относительно участия европейцев. США сейчас успокоились, и не до этого, у них Иран. У них с Ираном там все неопределенно и подгорает, и это превращается в внутриполитическую проблему Соединенных Штатов. Вот. Поэтому они вполне благосклонно относятся к тому, что европейцы зашевелились, но я думаю, европейцы опоздали минимум на 3 года. Андрей Владимирович, очень интересную деталь рассказал Путин во время там, ну, как бы комментария, да, перспективы встречи. Значит, какой-то бизнесмен, приезжал в Киев, встречался с Зеленским. И прям Путин даты называет, что типа приехал, отправили, потому что Киев хотел встречи. Договариваться о встрече. И он так и говорит, было 21 мая, а потом 22 мая. И пересказывает ужасы Старобельска, да, которая там, ну и мы с вами обсуждали, и вообще, как бы, которая вот, и вот этот Старобельск, типа, вот все изменил. Слушайте, ну так это, конечно, очень интересно выглядит, что некий бизнесмен-контактерщик встречается с Зеленским, они договариваются о встрече, приезжает, ну, встретился с Путиным, а вот именно той настоящей, ну вот эти детали и эти подробности. Кулуарные движения по-прежнему сохраняются. Есть и среди представителей большого бизнеса, те, кто заинтересован в остановке войны, то есть в Европе, в Соединенных Штатах не одни ястребы обитают, а есть и люди, которые все-таки считают, что лучше даже плохой мир, лучше хорошей войны. И что касается Старобельска, ну это же, знаете, это мне напоминает ситуацию 22 года, когда понятно, что никто, в первую очередь, это уже потом появилась фраза Джонсона «давайте воевать», вот, а тогда, ну как, ну, вот, якобы вот кровь Бучи заставила отвергнуть
погибшие в Буче, трагедия заставила отвергнуть Стамбульские соглашения. Ну, первая подача выглядела именно так. Вот и так и с Старобельском. Было бы большое желание, но как это не цинично, но перешагнули бы через это. Ну, а так это скорее как повод не спешить на такое рандеву. Мне кажется, все-таки большого желания встречаться нет ни у Путина, ни у Зеленского. Ну, больше, по-моему, у Владимира Александровича. М, Какие тогда перспективы дальнейшего развития событий? Сегодня, На лето, на да, лето все перспективы продолжения укрепления будущих переговорных позиций силой оружия. Будут массированные ракетные дроновые удары по Киеву, по другим крупным городам. Это мы видим ни дня без. Вчера по Харькову прилетал, этой ночью даже там по Броварам молокозавод разнесли, 4 человека погибли. Ну, тут каждый день гибнут гражданские люди. Нет ни одного дня без ударов. И там не только, но явно Яготинская для детей. Это там вряд ли собирались дроны, вряд ли там было какое-то военное производство или там вместе с молоком хранилась взрывчатка. Там, ну, и тем более показывали кадры там. так а вы же, смотрите, тут же, понимаете, мы переходим действительно в новую фазу вот этой войны, когда... Больше да, да, большей тотальности войны, когда гражданские становятся, ну, для военных такой, ну, язык не повернется сказать, легитимной целью, но без особых угрызений совести лупят гражданских. Ну вот смотрите, Вот это, Украина охотится на автобусы, не только на машины, да, на автобусы, не только на не только, военную технику. То есть там да, четко видно, летит дрон, он летел за ним какое-то время за автобусом и поразил в Янакиево. Это попало, и если бы это просто было где-то на трассе, этого бы никто не увидел, и можно было сказать, да, это сами себя, или там непонятно что, это провокация, этого нет. Нет, все есть, все просто, ну, камера наблюдения поймала. То есть Россия видит завод, но все же смотрят на эти кадры прилета. Ужасная трагедия, 4 погибших. Там женщина на видео снимает, ну, голосит, потому что это ее место работы. Да, Якотинская для детей, завод. Но а как он выглядит со стороны? Да так же. Склад АТБ. Как он выглядит со стороны? Как хаб. логистика там, скажем, вполне вероятно, что он используется и по двойному назначению, но, знаете, вот позавчера прилет по скорой помощи в Херсоне. Ну да, это тому украинцы сами самострелом занимаются, но вот мне никопольчане пишут, наши зрители, о том, что вот вы рассказываете про другие города, ну, о Никополе не упоминаете, а нас кошмарят уже там в особо интенсивном режиме 3-й месяц подряд. И понятно, что когда дрон летит со стороны Каховского моря, от Энергодара, понятно, чей это беспилотник и откуда. А там тоже по любой, как говорится, маршрутки, не маршрутки, гражданские машины. То есть лупят каждый день. Поэтому вот этот молох войны, ну, мне кажется, что, к сожалению, он будет только набирать обороты вот эти жаркое лето 26-го года. Жарковато становится уже и в Европе. Что скажете по поводу заблудившихся украинских дронов после операции по поражению 5 судов в Азовском море? Смотрите, выхода к Азовскому морю нет у Украины. Поэтому понятно, что это все через, ну, в общем-то, тропами и через черное пускается и запускается. И вот какой-то дрон сбился, припарковался с таймером, со взрывчаткой и взорвался по таймеру. Румыны в шоке. Констанца... Там еще плывут Констанцы. Ну, может, все-таки что с ними сделают, понимаете, плывут, не доплывут, посмотрим. Но, тем не менее, военно-морские силы Украины признались, что да, это наше добро и тишина. Ну, а что тут? Так у нас молчат и про то, что и Греция заявляла протест. Там на одном из греческих островов был обнаружен Сибэби, украинский морской дрон.
Но хуже другое, то, что вот этой ночью, да, поразили 5 судов, но там погибло 5 граждан Азербайджана. А как Алиев умеет упираться в вопросе, вот помните историю со сбитым самолетом, ну что, такие, по-моему, извинились, такие договорились о компенсации. То есть, Ну, это тест, поэтому безусловно, это тест для Алиева, но пока он провальный. то, что он все-таки, да, пока молчит, но он все-таки олдскульный, то есть еще выпускник МГИМО, ну, как бы там ни было, и ну, он 100% он ну, то есть, и это без реакции оставлять нельзя. То есть, по всем канонам политики такая ситуация. Поэтому э, э, история, помните, с газовозом там, в Средиземном море. Ну, э, Нет, давайте так, каким последствиям это приведет для Украины? Созданию точек, в лучшем случае это будут точки напряженности с конкретными странами, а так, конечно, колоссальные репутационные потери. То есть, и учитывая то, что террористический режим все чаще снова вернулась в оборот. То есть, одно же время там хунта, и это ушло куда-то на второй план. А теперь снова вот, активно вводится оборот. И это будет ложиться, к сожалению, на конкретного такого рода происшествия. Поскольку беспилотники, морские беспилотники в порту Констанца, это порт с довольно интенсивным движением судов, там в том числе и нефтеналивные суда, танкеры туда заходят, это чревато. Поэтому это из ряда вон. Тем более, что там, если бы это был один заблудившийся дрон, а там же это не несколько. Что это было? А что касается ударов в акватории Азовского моря, ну, оно, по сути, в зоне досягаемости этих, этих беспилотников Middle Strike, как это сейчас их модно называть. Хорнеты, ну, их результаты их работы, американский беспилотник, это компания, одним из владельцев которой является SEO Google Эрик Шмидт. То есть, поскольку, помните, говорил там, куда делись 50 миллионов, которые он инвестировал в разработку беспилотников, но все-таки вот как-то конечный продукт теперь, видимо, как мы видим, он работает. На трассе Мелитополь-Мариуполь, там более 100 сожженных машин. Ну, машинное зрение, использование Starlink, небольшой вес. Ну, это да, и боеголовка довольно легкая, 4 килограмма взрывчатки, но результаты его работы, по-моему, налицо. И да, для российской логистики это такая серьезная опасность, учитывая то, что дивизия, находящаяся на фронте, она требует около 1000 тонн грузов. Топливо, вода, боеприпасы, продукты питания, то понятно, что будут отвечать баллистикой. А ПВО нет. Да. Ну, нормально. А, значит, Путин вот во время этого ответа, еще одна деталь, говорит о том, что Дональд Трамп воспитывает Зеленского. Ну, дело как-то так, ни шатка, ни валка, надо еще работать. А где Трамп в этом всем? Вы вчера там увидели, что он немножко подзаснул в овальном кабинете. Ну, там быстро открыл глаза, ну, вроде как, ну, подремал чуть-чуть. Да, Бывает. и в парнях, да. Но смотрите, это же ведь хамство и в отношении, конечно же, Трампа. Когда приезжал Рютте Зеленский до письма, а потом было письмо, говорит, мы не намерены ждать, пока там Америка опоросится с этими всеми войнами, в очереди стоять. Мы должны идти и говорить с Россией, я готов, вперед, так сказать, говорит Зеленский, который там запрещал переговоры, и это все до сих пор в силе, вот эти все указы СНБО, ну вот эти решения СНБО, указ по мотивам решения СНБО. Арестович назвал, что ему далеко до чемпиона по переобуванию. Ну, что, впервой, к сожалению, мы имеем дело с чтецом-декламатором, но не со стратегом. Так вот, что
Трамп может в отношении Зеленского предпринять, будет ли предпринимать, потому что сейчас мы же видим и по питерскому форуму по выступлению там, и по там, Лаврову, и по там, его замам, и по другим ораторам, которые там толкают речи, комментируют ситуацию для прессы, что, ну, собственно, дух Анкориджа вот непонятно, скорее мертв, чем жив, или скорее жив, чем мертв. Ну, судя по выступлению Дмитриева, он не теряет надежды там, сохранить ну, там, хоть маленькую баночку этого духа онколеджа, приступают к разработке проекта туннеля под Беринговым проливом. Правда, куда он приведет, непонятно, ведь там на Чукотке ни железной, ни шоссейной дороги пока не просматривается перспектива. А ведь тянуть-то туда тысячи километров того же Магадана. Поэтому ну, идея прозвучала громко. Да, технически современные средства, технологии позволяют реализовать такой проект. И цена вопроса не такая большая на фоне того, что сейчас выбрасывается на войну, на уничтожение себе подобных. Но с духом онколеджа, мне кажется, проблемы налицо. Ну, что касается питерского форума, то понятно, что удары по нефтяному терминалу, удары по Кронштадту, ну, Путин воспринял наверняка как вызов. И, как говорится, реакция последует, ответ последует. Тем более, что, ну, понятно, россияне-то ничего, там в Питере все нормально, там 2 часа там подымило, но фотографии выгоревшего корвета, ну, по-моему, там это на несколько лет вперед капитальный ремонт, полное восстановление. Если там легла мачта, ну, видимо, из композитных материалов, оно так, попало удачно. У нас, правда, поспешили заявить о том, что корвет уничтожен, но он не уничтожен, но очень серьезно поврежден. Понятно, что на таком фоне смазалось, тем более, что, видимо, были большие надежды, ведь в плане до этого 23-й год, когда там, по-моему, только или 24-й, когда только президент Индонезии присутствовал, потом на следующий форум капитаны российского бизнеса как-то не почтили своим присутствием. А теперь 103 делегации 130 стран, как, ну, казалось бы, проблема кворума решена, демонстрирует, что нет никакой внешнеполитической изоляции России. Да, правда, там, конечно, ложку дегтя в эту бочку меда добавил Рубио, который сделал круглые глаза на вопрос о официальной американской делегации. Там же приехала американская делегация, но ее возглавил Родни Кук, это глава комиссии по изящным искусствам. Ну, как-то вот экономический форум и изящное искусство. Ну, как видим, стыкуется. Но форум прошел, сегодня закончился. Да, но война продолжается. И, судя по всему, может быть, будет какой-то временной интервал по ударам по Приморску, по Усть-Луге, учитывая вероятность того, что к этим дипстрайкам могут быть причастны страны Балтии, поэтому будет какой-то временной, будет некоторое время будет пауз в этих ударах. Ну, я могу прогнозировать только то, что украинских дронов полетит до 500 одномоментно, то есть эти удары они будут включать все большее количество дронов, тем более, что, судя по всему, как бы там ни анонсировали удары там по заводам производящим, ну, все это производство находится в мирной Европе, а угрозы Медведева по поводу того, что там не будете спать спокойно, это никоим образом не сказывается на производстве украинских дальнобойных дронов. По поводу Европы сейчас активно
Ну, Deutsche Welle написали, и активно там сейчас поднимают кипиш в Германии, например, или еще, в общем, будут пора и честь знать, говорить украинским мужчинам, достигшим возраста Это, мобилизационного. Саша, это фуфел, Ну как, Фуфел, который Украина просит. Я же вас не... Ну, Украина просит. Вы понимаете угрожает. цинизм этой родины, понимаете? Человек, кто-то платил деньги большущие, да, для того, чтобы его вывели, перевели. Кто-то покупал там какие-то документы, кто-то ТЦКшникам платил с абонементами вот это по несколько тысяч долларов. Сегодня там одного приняли ТЦКшника с 7 баксов наличными. Несерьезная сумма для главы ТЦК. Ну, смотрите, и человек, ну, почему несерьезно? Потому что это, ну, видимо, какая-то дань. Ну, то есть это какой-то абонемент. Все прекрасно понимают. То есть, Ну, обычно эта сумма этим шнурки балуются, а там же уважаемые люди, они не пачкают. Мало ли, доллар могут быть помечены с соответствующим составом. Они руки так не пачкают. Но это, видимо, или альтернативно одаренный, или гипержадный персонаж. так вот, и вот этим людям, которые там, или кто просто рискуя жизнью, там, задыхаясь под водами Тисы, вынырнул на другом берегу или пройдя там какие-то горы, им говорят, все, назад, домой. И Европа, судя по голосам разных политиков, ну как-то не шибко против. Ну вот не шибко против. Ну вот я через 2 часа после нашего эфира буду встречаться с соседями, которые уехали в Германию. Там как раз супруг вполне, ну как бы он еще не достиг 60. Но никакой тревожности на этот счет не проявляет. И пока немцы никаких намерений эм, указать на дверь, пока в отдельных странах, как в Ирландии, там хотят материально стимулировать, но тоже никто колено под зад не пихает. А у нас эту тему, естественно, разгоняют, чтобы как-то все-таки сбить вот этот поток, поскольку спрос на услуги, знаете, вот как была песня такая, «Переведи меня через Майдан», а у нас «Переведи меня через Карпаты», там спрос на эти услуги превышает предложение. То есть, соответственно, как-то массовый исход здоровых мужчин революционного возраста стараются и методами информационных вбросов как-то нейтрализовать. Значит, очень важно в этой связи обсудить дальнейшую мобилизацию, которая вот сейчас идет полным ходом, летует. И Мобилизации хороших новостей нет. смотрите, тут все можно было бы, ну, скажем так, вот обсуждать в том же духе, но что изменили заявления Путина, да, его подсчеты вчера, которые он изложил. И так вот, если прикинуть и навести резкость, да, ну, может, где-то преувеличил, да, но, в принципе, так оно и выходит. Почему? Потому что недавно Мазурашу опубликовал там общение с Федоровым, ну, он как бы поставил телефон, себя снимал, а там где-нибудь там за кадром рассказывает Федоров. Так они реально при норме 35 тысяч еле-еле 15 набирают, из которых еще и валят, потом бегут в СЗЧ. Ну так, естественно, но если доброй половине страны вы всячески демонстрируете своей культурной, религиозной, языковой политикой, о том, что вы люди второго сорта, о том, что ваше мнение ничего не стоит, и ваш номер 8, когда надо, спросим, но ничего удивительного в том, что у людей отбивается на корню всякое желание идти в ТЦК и, как говорится, идти брать в руки оружие и слушать. Ну, ведь 100 раз уже повторяли эту фразу. Прежде чем требовать большие деньги на нужды обороны, надо создать людям такую жизнь, которую они готовы будут защищать. Вот с этим ничего у наших зеленинцев абсолютно не получается. У ленинцев хотя бы был план ГРЛО, там, электрификация всей страны, а у них пока, кроме династии, по-моему, больше ничего они не построили. Да, было большое строительство, но закатывали дороги миллиарды, а сейчас с точки зрения
рядового обывателя, как бы его там наши турбопатриоты не клеймили, там, желудками и так далее, но люди все видят. Поэтому неудивительно то, что силовая мобилизация – это такой эвфемизм. Беспредельная мобилизация, а по сути беспредельная мобилизация – это уголовное преступление, нарушающее все, в том числе и уголовное законодательство Украины. Но, тем не менее, Федоров с этим ничего сделать не может. Он будет делать красивые презентации по поводу мобилизации человеческим лицом, а на улицах будет продолжаться вот эта криминальная мобилизация, отлов людей. Причем в самых жестких формах, и каждый день приносит новость, ну, просто сюрреализм сплошной. Когда там по подуманию Томасейчук описывал у себя на телеграм-канале, в машине живет неделю, там, с женой, с дочерью, ТЦК забрала документы, и, ну, и оказывается, его уже перебросили, поставили в розыск. У него все было в порядке с документами. Его поставили в розыск и перебросили из Запорожского РТЦК в Уманский. Ну, так. И вы потом удивляетесь, что люди бегут. Ну, Сейчас активно дискутируется еще одна тема. Ну, вот вообще, вот это связанные, кстати, вещи. Ну, вот так, если подумать. Это очень связанные вещи. То, как люди пытаются, ну, каким-то образом выжить, да, отбиваются, помогают друг дружке, кооперируются от ТЦК, от людоловства, хитростью, толпой, вот эти стычки постоянные. Ведь это же последствия элементарных, скажем так, ну, таких топорных, я бы сказал, действий по перепрошивке или перебивке там украинского ВИН-кода, украинского кода. Сообщили, что сняли Булгакова возле дома-музея Булгакова. у нас творческий союз Когутов и Рагулей, ну, как не... Они же себя узнают, героев Булгакова. Тем более Швондер – это классический образец конъюнктурного активиста, который, ну, пришли нацисты, служим нацистам, пришли коммунисты, служим коммунистам, сверли коммунистам, служим буржуинам. Ну, вот, это такое, это универсальное, он вне национальный, когда там начинается завывание про Расстреляна Відродження, про так, ну, что Булгаков империя. Швондер – это не имперский персонаж, это, ну, он вне контекста. Это универсальный персонаж. Тем более, чего ожидать от Киеврады, где из 120 человек только киевлян, по-моему, менее 40. Остальные понаехавшие. Вот те, кто, знаете, когда-то, когда при Януковиче там, или что там, Донецкие понаехали, но недовольны были Донецкими, вот, пожалуйста, тому. Кто-то со Смереки слез и приехал в Киев. Ну, что тут? Булгакову тут не место, он Петлюру не любит. Ну, Петлюру вернуть собираются, перезахоронить тоже. ну так перетаскивание гробов продолжится, я не сомневаюсь. Другое дело, ну, Буданов, который собственно, генерировал вот эту идею пантеона, ну, собственно, на него и повесит все издержки, ну, как это вот с поляками произошло. Но тем более, знаете, когда глорифицируют людей с весьма неоднозначной биографией, как бы там ни был тот же Мельник, он, да, он, кстати, он не выступал против русской культуры отнюдь, цитировал и российских поэтов, то есть он русофобом не был, но тем не менее, факт остается фактом. Петлюровцы, мельниковцы были активными пособниками, в том числе и в Холокосте, вступая в ряды украинской вспомогательной полиции. Ну, понятно, что в Бабьем Яру работала зондеркоманда Пауля Блобеля, то есть она расстреливала, а украинская вспомогательная полиция там расклеивала объявления, конвоировала к месту расстрела, стояла в оцеплении. Ну, факт, это же пособничество. Поэтому
То, что сейчас мы видим в отношении Булгакова, и не только Булгакова, там и по церквям снова пошел накат. Неудивительно в том, что значительная часть страны воспринимает власть как чужую, враждебную, и, соответственно, относится и к государству. Тем более, что это откровенно такие тоталитарные практики, когда вычеркиваются, глорифицируются одни, канцелятся, вычеркиваются из истории другие персонажи. Вот. Я, в принципе, против сноса любого памятника, будь то хоть Ленину, хоть... Ну, и из истории это же не вымоешь. То есть стоит себе, пускай стоит. Тем более, что никакого вреда, но надо же показать, что, как говорится, наша взяла, прогнуть под ситуацию. Ну, последствия для страны пагубные. Когда идет вот такая сепарация, то, знаете, град разделенный падет. Это библейское. Ну, Аннушка уже пролила масло. Да, да, да. И равно как вот то, что в заголовок эфира по поводу гнева, это ж булгаковское. Ну, Да. правда, до гнева, оружия, бессилия, это звучало у Жан-Жака Руссо. Но, тем не менее, вот Булгаков как никогда у наших, когда у нас мы становимся свидетелями тотального кавказского и сюрреализма, Булгаков как никогда актуален. Так То есть, откуда этот гнев? Откуда этот гнев бессилия, понимаете? Ну ведь, ну смотрите, Булгакову, давайте так, с точки зрения материалистического мира, ни холодно, ни жарко. Те, кто в мире будет открывать страницу, ну там томик Булгакова или там, не знаю, «Мастер и Маргариту», да, там «Собачье сердце», «Белую гвардию», они как открывали, так и будут это открывать. Ну, то есть в мире имеется в виду. В Украине ну, то же самое. Ну, как будут читать, так и... А зачем тогда? Ну, это же как? Это же все-таки при всех там, при всяких яких, да, это, извините, ну, это война, это же это даже не политический деятель, не военный деятель, это не кто-то кого-то. Ты его не вычеркнешь и не задушишь, не убьешь, потому что у него бессмертная литература. а для одесситов как со Жванецким обошли. Ну и что Жванецкий? Ну что, Ему фиолетово, но неудивительно, потому что, это, знаете, вот как в животном мире животные метят территорию, вот примерно так и у нас. Это элемент перепрошивки. Но, знаете, вот программисты... вонючим метят. Да, вонючим метят и программисты криворукие. Да, И друзья, значит, перейдем к вашим вопросам. Состоится ли встреча Путина и Зеленского? 8... Смотрите, опрос был написан, и, соответственно, в эфир мы выходили, мы еще не слышали вот этого ответа Путина по поводу встречи. Он четко дал ответ. Причем тоже как-то интересно. Вчера говорил, что, в принципе, это возможна встреча. Сегодня говорит, нечего встречаться. вчера был экспромт, а сегодня уже заготовлен. Ну, как-то так тоже интересно, да? Так вот, состоится ли встреча Путина-Зеленского? 4% считают, что да, у Трампа в Белом доме. 8% на нейтральной стране будет. Там, может, не те, которые предложил Зеленский, другие какие-то страны, тем не менее. 11% в Москве будет встреча. И 77% считают, что ничего не состоится. Будут писать друг дружке, заявлять, вот это обмениваться. И все, в общем-то, будет катиться так, как и дальше. Ну, по-моему, сейчас-то уже очевиден ответ на этот вопрос. Да, по-моему, в начале передачи мы вполне определенно подвели к тому, что в ближайшие месяцы такая встреча крайне маловероятна, она абсолютно гипотетическая вероятность. Дальше что-то может измениться, не исключаю. Но это, я думаю, ближе к концу лета. Возможно, А, какие-то. Не сейчас. Сейчас Поехали. будут... Ваши вопросы. Значит, уважаемые друзья, значит, начнем с сообщества YouTube. Андрей Владимирович, вопросы полетели. Лина Вострилова. Письмо на деревне дедушки Трамп не читал, наверное, просто не знает русской литературы. А письмо петербургскому офицеру Дубровскому. Путин, есть надежда.
прочтет. Интересно. Следующая переписка будет с Сантой-Клаусом или с Дедом Морозом? А в чем, правда, вот этот смысл этих писем? Это ведь точно кто-то подсказал? Ваш брат, политтехнолог? Конечно. Ну, политтехнологически это вполне, ну, если бы речь шла о выборах, о какой-то, ну, не о войне, когда Так а каждый может день... она зашла уже о выборах? Путин, он и вчера, и сегодня о выборах говорит. Ну, но при этом для того, чтобы снять препятствия к проведению выборов, там хотя бы остановить на некоторое время войну, ну, Ну, я вы прекрасно... подождите, выборы проводились во время войны, и Путина выбирали, и Думу будут выбирать, и местные органы власти будут выбирать. Ну, я имею в виду на российской части неподконтрольных территорий. И в Соединенных Штатах во время гражданской войны проводили выборы президента, и в Корее Лисенмана переизбирали в 52 году, проводились выборы. Другое дело, то, что это, конечно, это повод не проводить выборы. Но все прекрасно понимаю, что зацепка. Но вероятность того, что такой компромисс будет найден, я пока не вижу никаких предпосылок. А эпистолярный жанр, да, чисто такая хорошая политтехнологическая находка, тем более, что в архетипе это помнят, что письма турецкому султану и так далее. Но как-то уж очень часто Зеленский начал обращаться к этому эпистолярному жанру. Я не сомневаюсь, что Трамп не читал это письмо, возможно, ему донесли о том, что Зеленский там просит, ну, представляю выражение его лица. Вот. И не думаю, что и Путин, возможно, то есть, что он там, не думаю, что Путин зашел в официальное представительство президента Украины и там, а по дипломатическим каналам по состоянию на 14:00 письмо еще не пришло. Так их То есть, знаете, нет. да. Песков говорит, нет дипломатических каналов. Не, я фиксирую факт, что то, что нам вчера заявили о том, что будет отправлено по дипломатическим каналам, это фуфел. Вот. Нету, не пришло. А Путин явно не будет заходить в интернет-представительство президента Украины и читать. Ну, как-то изложат, но понятно, что реакция крайне кислая. Мгм. Вопрос, Андрей Владимирович. Петр спрашивает. Вы заметили, как открытое письмо, указ номер 2, встреча Зеленского, и дрон в Румынии полностью нивелировали трагедию рейсового автобуса в Янакиево? Конечно, вот практически вот на следующий день после трагедии в Старобельске, ну, тоже задавали вопрос, вот информационные набросы, они через 3-4 дня, да, это причем прекрасно понимали и в Кремле, там дважды же обращались к теме ответственности за Старобельск, второй раз уже с Бастрыкиным там, и так далее, там говорили о виновных. Но точно так же и с автобусом в Янакиево. И как бы там ни было, но технология СПИН, то есть перебивать негативные информационные поводы, научились. Благо, там, европейские партнеры, эти американцы блестяще умеют использовать инструменты СПИНа, нейтрализации негативных информационных поводов. Но отмечу то, что по автобусу в Янакиево оно прошло по европейским СМИ. Не сильно не акцентируя внимание, там никто голову пеплом не посыпал, но факт отмечен. То есть, вот, в интернет страницах западных медиа мелькало. Мгм. Андрей, скажите, много украинских аналитиков основывают свои выводы на том, что в России все очень плохо. Но она продолжает боевые действия. Вопрос, в чем логика, на что надежда и чего они ждут? Благодарю, Александр, всем добра. Знаете, ну, вопрос, на кого, с кем работают эти аналитики, если они в рамках генеральной линии, то есть, если они шагают в ногу, то понятно. Это, в войне наступил перелом, и вот еще чуть-чуть, и российская экономика надломится, а за это время мы пересидим Трампа, а там вернутся демократы, и все, как говорится, станет путем. Ну, вот примерно
такую повестку пытаются продавать. Но я к этому сообществу не отношусь. Я более чем критически смотрю на происходящее. Прекрасно понимаю, что нефть и газ – это только пятая часть российских доходов. То даже если еще и перебьют еще оставшиеся нефтеперерабатывающие заводы, то есть даже если не брать во внимание то, что их активно восстанавливают, но тем не менее это не приведет к экономическому обрушению. То есть вот эти надежды примерно как в 2022 году, что адские санкции через полгода там приведут к обвалу экономики, а там начнутся социальные бунты и, дескать, вот, российская смута, и все поменяется в лучшую сторону, и война закончится. Нет, этого не случится. Как бы то ни было, но экономическое положение России, нравится нам это или нет, она воюет на свои, покупает оружие на свои. А мы живем на заемном и воюем на заемном. Так, следующий вопрос. Значит, вот так вот он выглядит. Олег пишет: Андрей, как вы считаете, стоя на краю пропасти, британский джентльмен пропустит украинскую панночку вперед, или, поправ кодекс джентльмена, толкнет ее в пропасть первой, или сама она бросится от безысходности? Ну, дело в том, что британский джентльмен это уже такое стереотипное понятие. Там джентльмены остались только Чалме. да. Да, они в чалме, и причем вот там Стармеру сейчас будет икаться вот эта трагедия с зарезанным Генри Новаком, которого Сик зарезал. Сикхов за эти кинжалы, которые являются элементом национального костюма, полиция не торбит британская. А там даже за складной нож там вы можете попасть в Британии. Там очень жесткое законодательство. То есть, поэтому там такой у них отрицательный расизм. Возвращаясь к джентльменам, ну, я ни минуту не сомневаюсь, что он с легким сердцем пропустит, с легким сердцем сдаст и продаст. То есть у нас не умеют различать попутчиков, партнеров, друзей, врагов. То есть, а тут иногда это очень зыбкая грань. И никаких для этих людей гораздо важнее цены, нежели ценности, о которых они нам круглосуточно толдычат. Так, значит, следующий вопрос. Давайте перейдем к вопросам из чата трансляции нашего сегодняшнего эфира. Значит, Андрей Владимирович, в общем, вот такие вопросы у нас для вас здесь есть. Вопрос: как могли навязать западенцы всей Украине вот это вот все дерьмо? Вот неужели некому было противостоять, пока Путин войну не начал, не пришел? К сожалению, эти процессы во многом имеют под собой экономический базис. И дело не только в том, что Кучма отдал национал-демократам гуманитарную сферу, многие считают это большой ошибкой. Тут экономический базис. Деиндустриализация так или иначе вела к тому, что те люди, допустим, понятно, люди, которые работали на Южмаше, у них куда более сложное. Люди, которые строят ракеты, самолеты, у них куда более сложное мышление, нежели тех, кто архаично там, копает землю, чем урагане. Но законы цивилизационной воронки таковы, что фактически потеряв индустрию, значительную часть индустрии, Украина и потеряла этих людей, или их влияние нивелировалось. Как говорится. Если у нас от металлургии осталась 1/3, ну, как вы думаете, услышат ли их голос, сильно ли будет влияние? То есть, у нас остался только прекариат. Пролетариат с потерей Донбасса исчез как явление. Донбасс, между прочим, был регионом, где даже по мировым меркам был аномально высокий процент пролетариата. Но вот если мы теряем индустрию, мы катимся в архаику, в третий мир. То есть, соответственно, править бал, заказывать музыку будут проводники интегрального национализма в его современной редакции. Вот, прочие деятели, которые навязывают вот эту повестку. Но, увы, под этим такая вполне конкретная
экономическая база. Если у нас экономика скатилась в третий мир, то в третий мир у нас будет в архаизацию, в примитивизацию у нас будет катиться и социум, и политика. Так, значит, следующий вопрос. Вот такой. М, Зеленский согласен отвечать. Наш план Золотарев перед судом истории. Непонятно сформулировано. А, Там ну, может, и может какой-то более ясный вопрос, потому что там тоже нет, перед судом в истории тут не важно, согласен или не согласен кто отвечать, понимаете? То есть, как бы ты или отвечаешь, или не отвечаешь. Согласия как бы тут не требуется. да, да. А, А, как правило, вот где-то вот люди, которые прорываются к массовому корыту, у них они, как правило, с минимумом эмпатии, минимумом угрызений совести, минимумом рефлексии. Это довольно циничная братва, которая то, что будет завтра, то будет завтра. А вот сегодня у меня, как говорится, на руках лишний лимон. Ну, и жизнь хороша. допустим, что Украина получила границы 91 года. А что дальше? Какие планы? Есть ли вообще они? Нет, к сожалению, стратегическое планирование не одно, сколько бы ни проводили форумов, а это у Владимира Александровича очень любят всевозможные ивенты, вот как инвестиционные банкиры, для которых презентация превыше всего, а что там будет трава не расти. Вот, знаете, ну, старая истина, что корабль, который не знает, куда плывет, ему никакой ветер не будет попутным. А для Зеленского и сотоварища долгосрочное планирование не относится к числу их достоинств. Как считает гость, что ждет славян? Как и сирийцев, выгонят со своих земель и раздолбят США и Европа с одной стороны, а Китай с другой? Ну, я не люблю конспирологические теории, но, к сожалению, факты говорят о том, что ну, страна, где 30 лет назад, и мы застали это время, жило 52 миллиона, ну, а сегодня менее 20, ну, по-моему, как говорил Лобановский, счет на табло. Андрей, эта осень наверняка последняя для военной Украины. Как вам это видится? Ну и много таких вопросов. Ваши прогнозы. Руслан пишет, до какого война года? Надеюсь, что 26-й год станет последним годом войны, хотя ну, э, можно, там выходит Корчинский и рассказывает о том, что 500 лет будет воевать. Но, знаете, по-моему, таких у нас хватает адептов одвічної борьбы. То есть, ну, я был остаюсь мнением, что все войны когда-нибудь заканчиваются, в том числе это. И надеюсь, что в 26-м году. Пока почему я говорю? Потому что экономический, финансовый, мобилизационный ресурс говорит о полгода максимум. Дальше, вот вы говорили о 15 тысячах вместо 10 тысяч планов. Ну, я думаю, что к Новому году либо надо будет бронь снимать, либо 18-летних это может привести. Знаете, вот тем более, что люди находятся в состоянии близком к острому психозу, когда у них психологически их все время шатают. Зрада, перемога, ужас, надежда. Вот. Это, естественно, сказывается на психическом здоровье. В какой-то момент может перемкнуть. Поэтому, надеюсь, наверху понимают, что это может плохо закончиться и для власти в том числе. Полгода запас. Мгм. Дальше, может, кто-то еще там накачает потужностью. Но сейчас тоже те ресурсы, которые располагает Украина, на полгода. Интересно, Свириденко объявила о том, что запускают программу возвращения молодежи с оккупированных территорий. Это позволит украинцам, родившимся после 24 августа 1991 года на временно оккупированных территориях, получить удостоверение на возвращение в Украину даже при отсутствии данных в госреестрах. Документ можно будет оформить бесплатно через украинские дипломатические учреждения за границей. На кой? Как вам кажется? Ну, это же одна из любимых тем президента и его супруги — возвращение украинских детей. Вот. Ну, я не думаю, найдутся же, конечно, желающие, но не думаю, что там десятки тысяч.
Ну, для кого-то важна там возможность без виза с украинским паспортом, кто-то этим воспользуется. Но тем более люди даже там, допустим, на правобережье, на левобережье Херсонщины, они тоже читают информацию о том, как проходит мобилизация, поэтому Конечно, захотят вернуться. Вы что? задрав штаны побил. Конечно. Вопрос от Алены. Когда и куда был последний государственный визит Зеленского? Сегодня Путин сказал четко, что Зеленскому надо идти на выборы. Неужели вы думаете, что кто-нибудь будет вести переговоры? Там, дело в том, что внешняя легитимность есть. И для европейцев, ну, они не будут шатать табуретку под Владимиром Александровичем. То есть он их вполне устраивает. Ну, ладно, то есть они хотят, чтобы, во-первых, взять чтобы их люди контролировали те деньги, которые будут заходить в Украину, как финансовая помощь, чтобы исключить повторение истории там, с Мидосом и прочими. Вот. Чтобы их люди получили контроль над оставшимися силовыми структурами, прежде всего, там, расширить полномочия НАБУ и САП, то есть, чтобы Владимир Александрович поделился властными рычагами, вот. А сам пусть себе сидит, он не мешает. То есть, пока стратегически он наших европейских партнеров вполне устраивает. Вот. Поэтому он и дальше будет ездить, но когда Владимир Александрович уезжает из Киева, ну, рекомендую там, готовить тормозок, каремат и смотреть, там, чтобы куда в случае воздушной тревоги быстро переместиться в ближайшее убежище. Как можно в одном письме оскорблять и просить о встрече? Ответ на такое письмо может написать только Медведев. Ну вот КВНовское прошлое, то есть конкурс капитанов, вспомните стадион. Ну, вот. Это вполне допускается. Вполне допускается, ну, знаете, вот выстраивать какие-то длительные конструкции, думать о том, как это аукнется спустя некоторое время, ну, это явно не является сильной стороной Владимира Александровича, поэтому он может походя пнуть, оскорбить, а дальше там вот это же европейцев тоже удивляет. Вы там валите на нас то, что мы недостаточно помогаем, потом идете просить деньги, то есть у них как-то это не укладывается в стройную картину. Ну, такая наглая украинская дипломатия времен Зеленского. Трусковецкая школа дипломатии. Наталья, может быть, знаете, как дела у Назарова и Молчанова? Их отпустили? Нет, мы Молчанова точно не отпустили. Там Молчанов попал, если не по обмену, то судя по всему, сидеть тогда долго. Вот. А у Назарова его выпустили под залог, правда, там с конских 8 миллионов его выпустили, вот, по-моему, там уменьшили значительно. Но фактически заниматься журналистской деятельностью он не может. Ему что вменяли, поскольку большинство ну, его гостей в эфирах, там, и это, по сути, и Дмитрию Корнейчуку еще один эпизод сделали там за участие в передачах. Да, это так у Назарова. Вот. Ну, это такое, был бы человек, а статья найдется. Поэтому ну, вот, кто под санкциями, как Карасев, кто под домашним арестом, как Назаров или Дмитрий Корнейчук, там, под особисте зобов'язання. Но на каждый роток не накинешь моток. Часть уехала, и те, кто уехал, имеют куда большие возможности так, давать оценки и анализировать происходящее в Украине, не оглядываясь на возможные последствия. Значит, вот такой вопрос. Ну, такой, знаете, как бы зачем осваивать космос при условии, что в случае проигрыша России открывается кормушка всему миру, так называемому цивилизационному, на десятилетия, а возможно на столетия вперед? Не, ну, э, к сожалению, у нас нет и не поспорить. Космос это ну, иногда надо тратить миллиарды как на умную программу, чтобы обеспечить себе фору. Сегодня это делают китайцы. То есть они на повороте, по-моему, обгоняют и Россию, и Соединенные Штаты в плане продвижения в космос. Ну а как это материализуется на уровне бытовом, ну вот
Starlink Илона Маска, ну, для этого же должна быть технологическая база. Вот. Она на ровном месте не появится. Понятно, то, что э, после, начиная со времен перестройки, потихонечку космические исследования не закрывались, но средства выделялось куда меньше. Ну, результат, что, допустим, та же программа, аналог Starlink и Илона Маска, ну, рассвет, пока еще там, далек до практической реализации. Поэтому космос – это будущее, так или иначе. Андрей, как вы думаете, Европа с Америкой найдут общий язык по борьбе с Россией? Нет. Вот с трампийской Америкой нет. Пока Трамп в Белом доме. А вот если вернутся демократы, глобалисты вполне могут. Э, Ведь, смотрите, вот, дело в том, что у нас же как, почему я говорю, это, как это на украинской мове, хибна думка про то, что удастся пересидеть Трамп. Я смотрю, как идут дела на праймерис, а именно вот наши ж коллеги уделяют этому очень мало внимания. А в Соединенных Штатах полным ходом идут праймерис для тех, кто будет баллотироваться в Сенат и Конгресс. И, кстати, республиканский Техас, который исконно был республиканским, может стать колеблющимся штатом. Это раз. А на праймерис республиканцев конгрессмен точнее, конгрессмен, сенатор Джон Корнин, разгромно проиграл Кену Пакстону. Ну, чтобы вы понимали, Кен Пакстон – это прокурор штата Техас. Но Корнин – это сторонник поддержки Украины, он представитель неоконов в республиканском, неоконсервативного крыла республиканской партии, близок к старым республиканцам. А вот Кен Пакстон, он как раз классический изоляционист. Вот, МА. Америка должна заниматься проблемами не Украины или там азиатских стран Ближнего Востока, она должна заниматься, прежде всего, экономическими и социальными проблемами. Вот Кен Пакстон получает 64% на праймерис республиканцев, а Корнин всего 36%. При том, что и тот, и другой потратили рекордные для праймерис 130 миллионов долларов. Вот что нас ждет. А у демократов еще круче, там леваки рулят. Поэтому еще бабушка надвое сказала, что там будет в новом составе Конгресса банковать. Но надежды на то, что все вернется на круги своя, они абсолютно иллюзорны. А украинская власть переметнулась на сторону Запада, потому что перекупили или потому что запугали? Нет, ну, я думаю, все-таки материальный фактор. Если вы храните деньги в долларах, в евро, ну, так или иначе, это ваша уязвимость, за которой у вас будут в нужный момент дергать. Ваши деньги стали наши деньги. То есть конфискация. Деньги могут оказаться внезапно грязными деньгами, которые вы отмывали и так далее. Сколько таких прецедентов? То есть, если запасные аэродромы находятся в Британии, во Франции, в Италии, в Испании, ну, значит, и дети этих топ-персон учатся там, ну, значит, это уже не ваша элита, это их элита. Поэтому неудивительно то, что украинскую элиту давно держат за мягкое подбрюшье. Кто-то более умный и дальновидный, как Пинчук, попытался встроиться, и неплохо это получилось, но всегда надо иметь в виду то, что он не будет на первых ролях, в лучшем случае на подтанцовке, какие бы он суммы там в бюджет демократической партии не отваливал, все равно он кардебалет, а не прима. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Друзья, благодарю, что посмотрели этот эфир. Поставьте лайк, не забудьте, и, конечно, напишите, что думаете в комментариях. Всем добра и света. Обязательно увидимся.